Привет, друзья! Рада вас видеть сегодня на уроке. С вами Маша, и сегодня мы поговорим о падеже существительных в русском языке. Категория падежа – это морфологическая категория, то есть категория изменения самого слова, изменения окончаний этого слова, которая служит тому, чтобы показать взаимосвязь данного слова с другими словами в предложении, во фразе. Проще говоря, падеж показывает нам отношения между данным словом, существительным, местоимением, прилагательным и другими словами во фразе. Чтобы понять, в какой форме, в форме какого падежа стоит существительное, нам нужно задать к нему вопрос. Обычно в русском языке существительными управляют глаголы, то есть глагол влияет на форму следующего за ним существительного или зависящего от него по смыслу существительного. Поэтому, когда мы говорим о падежах, чтобы запомнить вопросы, на которые отвечает каждый падеж, мы используем глаголы. В русском языке выделяется 6 падежей. Все лингвисты соглашаются с этим. Однако есть предложение выделить больше падежей. Мы сегодня говорим об этих 6 падежах. Первый падеж, так называемый именительный падеж, единственный из всех падежей, показывает независимое положение существительного в предложении. То есть это слово самостоятельно. Оно не находится в зависимости от других слов, прежде всего от другого существительного или от глагола, естественно, в предложении. Это начальная форма существительного, форма, которая представлена в словаре. Вопрос именительного падежа – это вопрос «кто» и «что». Кто? Мы задаем этот вопрос людям, к живым существам, а что? Задаем вопрос к предметам, к неодушевленному всему. Именительный падеж, как самостоятельный падеж или будучи самостоятельным падежом, используется в русском языке без предлогов. Это понятно, потому что предлоги всегда обозначают связь слов в предложении. Они указывают, не обозначают, указывают на связь. Поэтому если слово самостоятельно, оно по определению не может стоять с предлогом. Однако родительный падеж, например, который отвечает на вопросы «кого?», «чего?», «нет», «кого?», «чего?», очень часто используется с предлогами, хотя может использоваться и без предлогов. Значения, которые передает родительный падеж. Первое – это отношение принадлежности, это книга мамы, это квартира родителей, отношение части и целого, например, кусок хлеба, ручка двери.
Еще родительный падеж часто выражает исходную точку, например, начало месяца или конец недели. Вместе с родительным падежом очень часто используются предлоги без «у», например, без денег, у дома, вокруг, например, вокруг здания, после работы, с начала месяца. Дательный падеж в русском языке обозначает получателя, адресата или, другими словами, того, на кого направлено действие. Мы используем глагол «даю» кому, чему. То есть вопросы дательного падежа – это кому, чему. Чаще всего этот падеж используется с глаголами, которые выражают какое-то действие, ориентированное на что-то. Говорю кому, чему. Мы рассказываем эту историю детям. Мы даем деньги братьям. Мы идем к врачу. Очень часто с дательным падежом мы используем предлог «к» и «по». «По» тоже обозначает поверхность. Например, я хожу по траве. Они ходят по полу. И оба эти предлоги используются с дательным падежом. Следующий падеж – это винительный падеж, который отвечает на вопросы. Кого, что. Вижу. Кого, что. Кого – это вопрос для одушевленных существительных, то есть те, которые обозначают людей и живые существа, животных в русском языке. А что – это вопрос для всех предметов. Винительный падеж часто используется без предлогов. Например, я вижу маму, я покупаю книгу, мы любим яблоки, а также часто используется с предлогами на, в. Например, я положила вещи в сумку. Он поставил пакет на стол. Кот лег под кровать. И винительный падеж – это один из самых частотных, самых употребляемых падежей в русском языке. Винительный падеж показывает на объект, на который направлено действие. Это может быть цель, это может быть какое-то место назначения. В любом случае, это прямой объект, на который направлено действие. Как вы понимаете, по значению этого падежа, винительный падеж очень активно используется в русском языке. Дальше у нас творительный падеж. Падеж, который отвечает на вопросы. Кем, чем, например, горжусь кем, чем, или говорю с кем, чем. И это падеж, который обычно обозначает инструмент. Он имеет инструментальное значение, то есть показывает, с помощью чего мы совершаем
какое-то действие. Чаще всего используется вместе с предлогом «с». Мы говорим с родителями, но может использоваться без предлогов. Мы работаем головой или мы работаем лопатой. Творительный падеж в русском языке может использоваться для обозначения автора действия или субъекта действия в пассивных конструкциях. Например, эта книга написана автором. Этот дом построен известным архитектором. И это интересная для иностранцев особенно форма использования творительного падежа без предлога в русском языке. И последний, шестой падеж – это так называемый предложный падеж, который не случайно называется предложным. Все потому, что он используется в русском языке только с предлогами о, в, на и очень часто обозначает место или результат какого-то действия. Например, мы думаем о работе, мы находимся в квартире. Он рассказывает о своей жизни, а мы пишем книгу о Польше. На небе светят звезды. В столе лежат документы. Это значит в ящике стола. Но мы можем сказать по-русски в столе. Друзья, падежи – это серьезная грамматическая тема в русском языке и грамматическая категория существительных, местоимений, прилагательных, то есть именных частей речи, которая, еще раз повторю, показывает взаимосвязь слов в предложении. Чтобы научиться владеть падежами в русском языке, очень важно много читать и практиковать использование этих падежей, как бы это банально не звучало. Но важно читать тексты и обводить себе кружочком слова, задавать вопросы к этим словам. А в каком падеже это слово стоит? С каким словом оно связано? А какое значение выражает это слово? Если мы хотим понять систему падежей, то нам нужно работать с разными падежами обязательно в текстах. Потому что падежи вне контекста, падежи вне текста не функционируют. Это их роль – показывать на связь слов, а наша задача как изучающих русский язык – научиться видеть эти взаимосвязи между словами, переданные с помощью падежей. Удачи вам, друзья, в изучении языка!